Глава 576. Появление призрачного тумана. Если бы это был обычный культиватор на поздней стадии формирования ядра, он бы не смог продержаться под натиском золотого пламени и четверть часа. Однако Хань Ли не был обычным культиватором. Он пристально уставился на золотое пламя с мрачным выражением лица и похлопал по своей сумке для хранения, вынув бутылку. Хань Ли взглянул на бутылку и глубоко вздохнул. Это было тысячелетнее духовное молоко, которое он только что приобрел, однако он уже был вынужден его использовать. Какая ирония! Если бы Юань-Я не подарила ему духовное молоко, он бы оказался в тупике. Но в то же время, если бы не это духовное молоко, он бы не столкнулся с Вэнь Тиньжэнем, учеником священной арки шести путей, и не оказался бы в этой ситуации. Хань Ли чувствовал себя крайне обеспокоенно из-за сложившейся ситуации. Согласно его нынешнему положению, он проигрывал, но пока у него было тысячелетнее духовное молоко, он чувствовал себя в полной безопасности. Неважно, какими методами Вэнь Тиньжэнь атаковал его, сам он платил за это жестокую цену. Если Вэнь Тиньжэнь захотел соревноваться в битве на выживание, то победа была бы на стороне Хань Ли. Собственные действия Вэнь Тиньжэня вышли бы ему боком. Подумав об этом, на лице Хань Ли на мгновение появилась насмешка. Затем он спокойно сел внутри светового барьера, готовясь к встречной атаке, как только Вэнь Тиньжэнь бы исчерпал себя. Таким образом, затруднительное положение Хань Ли разрешилось. Воздух, который еще совсем недавно был наполнен грохотами и вспышками ослепительного света, внезапно стал спокойным и мирным. Вэнь Тиньжэнь и Хань Ли сидели, сжимая собственные жестовые заклинания. 10-метровое золотое пламя продолжало гореть. Когда фиолетовая духовная фея увидела это, в ее глазах загорелся странный свет, и она внутренне вздохнула с облегчением. Из того, что она видела, у Хань Ли не было шансов на победу, поскольку он был пойман в ловушку золотого пламени. Хотя у Хань Ли в настоящее время был защитный барьер, она считала, что это обеспечит только временную защиту в лучшем случае. Она стояла там со сложным выражением на лице, но совершенно не собиралась действовать. Казалось, она не собирается ничего делать, пока битва не закончится. В этот момент брат и сестра Мэй, старик Чжао и другие низкоранговые культиваторы находились примерно в 50 километрах от острова. Хотя они были слишком далеко, чтобы видеть битву Хань Ли и Вэнь Тиньжэня, они видели яркие вспышки света издалека и слышали оглушительные взрывы. Одно это уже встревожило их. Они ошибочно полагали, что это была битва между культиватором формирования ядра с острова и белым силуэтом. Вот почему они не осмеливались покидать это место, но теперь, когда все признаки битвы исчезли, они были в смятении. Они не знали, кто победил или произошло что-то неожиданное. Поскольку они все еще не решались уйти, им ничего не оставалось, кроме как заставить себя остаться. С другой стороны острова красивые женщины-культиваторы, которые сопровождали экипаж, перешептывались между собой. Хотя все они были личными девицами Вэнь Тиньжэня, они ничем не отличались от настоящих наложниц, хотя он и относился к ним благосклонно. Если с Вэнь Тиньжэнем что-то случится, их судьба уже будет решена по возвращении. Однако, поскольку Вэнь Тиньжэнь дал им распоряжение оставаться на карете, когда он приблизился к острову, наложницы не осмеливались что-либо предпринять. Время шло медленно, пока противостояние Хань Ли и Вэнь Тиньжэня продолжалось. День подошел к концу и превратился в ночь, которая затем сменилась утром. Весь следующий день прошел в полной тишине, как будто вчерашней битвы не было вовсе. В этот момент обе группы культиваторов по обе стороны острова стали терять терпение. В их головах стали возникать сомнения по мере того, как рядом стали появляться другие культиваторы. Поскольку над островом целый день висело небесное предзнаменование, по окрестностям быстро распространились слухи, что на этом маленьком острове появилось своеобразное сокровище. Естественно, рядом начали появляться культиваторы. Подавляющее большинство этих культиваторов находилось на стадии заложения фундамента, но были также несколько чрезмерно уверенных в себе культиваторов стадии конденсации ЦИ. Эти люди стали прибывать на остров со всех сторон. Приблизившись, они тут же наткнулись группу старика Чжао и группу женщин-культиваторов рядом с каретой. Те, кто встречал старика Чжао и брата и сестру Мэй, повезло больше. Поскольку они были знакомы с многими культиваторами, те подходили к ним, чтобы узнать, что произошло. После того, как эти культиваторы слышали, что на острове уже есть культиваторы формирования ядра, они отбрасывали в сторону все мысли, чтобы самоуверенно броситься на остров. Культиваторы, которые прибыли с той стороны острова, где были женщины-культиваторы с каретой, решались заговорить с ними, но главное среди тех женщин тут же поднимала знамя коалиции звездопада и начинала угрожать им. Каждый из этих культиваторов прекрасно понимал, что раз коалиция звездопада участвовала в том, что происходило на острове, ловить им здесь было нечего. Спустя больший промежуток времени в конечном итоге прибыли два культиватора формирования ядра.
Они путешествовали вместе, и один из них был заместителем лорда Яркого Императорского острова. Эти культиваторы прибыли со стороны наложниц Вэньтиньжэня и, конечно, расспросили их с недоумением. Поскольку это были культиваторы формирования ядра, женщины не осмеливались угрожать им. Главное ответила, что здесь находится Вэньтиньжэнь. Два культиватора формирования ядра были потрясены, услышав его имя. Хотя Яркий Императорский остров считался нейтральной территорией, они не осмеливались спровоцировать первого ученика Дьявольского Дая из коалиции Звездопада. Они тут же нашли какие-то оправдания и улетели восвояси. Шутка ли? Хотя они и не знали, было ли там на самом деле сокровище, они не собирались провоцировать ученика священной арки 6 путей. Хотя небольшую часть культиваторов удалось отпугнуть благодаря репутации коалиции Звездопада, около 40 культиваторов скопилось вокруг острова с других направлений. Поскольку они не чувствовали присутствия культиватора формирования ядра, они бросились на остров. У всех культиваторов были злобные намерения, и они совершенно не собирались покидать остров с пустыми руками. Они планировали воспользоваться нынешним хаосом для своей выгоды. По мере того, как черное облако над островом продолжало завихряться, оно уже покрыло весь остров, блокируя весь свет от сияния на острове. Темно-зеленый луч света внезапно взлетел с острова к инь-облакам. Облака сначала стали яростно вздыматься, а затем медленно опускаться и оставались на расстоянии около 400 метров над островом, прежде чем стали спокойными. Появление этих смоляных облаков выглядело так, как будто приближается буря. Преображение небесного предзнаменования потрясли сердце культиваторов, которые были поблизости. Однако некоторые чувствовали восторг, поскольку они полагали, что зеленый луч света является признаком появления сокровища. Культиваторов захлестнула жадность, они переглянулись с собой и тут же метнулись к острову группами по 10 человек. Они полагали, если они объединятся, то с таким большим количеством культиваторов заложения фундамента они смогут победить даже культиватора формирования ядра. Те культиваторы, которые не стали участвовать в альянсе, продолжали со спокойным выражением на лицах наблюдать за происходящим. Хотя они и хотели ринуться вперед за сокровищем, они предпочитали сначала сесть и посмотреть, прежде чем предпринимать действия. В то же время наложницы Вэньтиньжэня потеряли терпение и решили приблизиться к острову вместе с каретой. Тем временем в глубине океанов у небольшого острова тонкой полоской засверкал странный черный свет. Постепенно тонкая полоска стала разветвляться бесчисленными нитями тонкой ци, которая постепенно стала превращаться в пурпурный туман. Хотя изначально пурпурный туман был всего около 10 метров в ширину, но он быстро стал расширяться. Всего за мгновение он распространился на 500 метров и продолжал расти. Мало того, что из тумана стали доноситься призрачные вопли, так в нем еще и стали появляться вспышки странной черной молнии. Еще более странным было то, как морские существа, которые были поблизости, стали лететь в этот туман, как мотыльки на пламя. Спустя мгновение в близлежащих морях не осталось живых существ, а туман продолжал расширяться. 1 километр, 2 километра. В конце концов, его стало видно из-за горизонта. Когда все увидели его, они онемели от страха. Судя по всему, туман должен был скоро приблизиться к маленькому острову. Все на острове, включая Ханьли, были в растерянности, наблюдая за продвижением тумана. Глава 577. Неописуемая опасность. Внутри серебряного светового барьера Ханьли отхлебнул каплю духовного молока и взглянул на бутылку с задумчивым выражением. Это было на утро следующего дня. Сейчас он уже выпил 5-ю каплю духовного молока, но золотой свет снаружи светового барьера совершенно не ослабился. Пламя, однако, начало уменьшаться. Казалось, Вэньтиньжэнь вскоре потеряет возможность поддерживать технику, и Ханьли сможет сбежать. Подумав так, рука Ханьли вспыхнула белым светом, и он спокойно положил бутылку обратно в сумку для хранения. Затем он взглянул на инь-облака в небе и бессознательно нахмурился. Он прекрасно видел, как луч зеленого света выстрелил в небо со стороны долины. Казалось, это было вызвано ритуалом Юанья. Хотя он и не знал, что конкретно произошло, на основе спустившихся вниз черных облаков он сделал вывод, что техника возобновления души еще не закончена. Однако Ханьли тут же отбросил эти мысли в сторону. Пока он находился в плену золотого света, он не мог себе позволить беспокоиться ни о чем другом. Глубоко вдохнув, он почувствовал, что его магические сокровища стали дрожать от напряжения. В тот же момент у него за спиной показались серебряные крылья. Зависая над золотым пламенем, Вэньтиньжэнь больше не казался таким же гордым, как когда он поймал Ханли. Вместо этого его лицо стало бледным, а на нем появился налет слабой черной ци. Золотой рог на лбу уменьшился на дюйм.
Вэнь Тиньжэнь нахмурился, стараясь подавить яростную тревогу в его сердце. Казалось, еще немного, и он не сможет сдерживать свой страх. Когда он насмехался над Хань Ли, говоря, что тот не продержится дольше часа, он преувеличивал. Зная, насколько мощным является божественное золотое пламя, он на самом деле верил, что Хань Ли не сможет продержаться и полчаса. Вот почему он был готов потратить немного своей первородной ци, чтобы устранить Хань Ли и помешать ему стать еще более серьезной проблемой в будущем. Но через час Хань Ли был все так же спокоен, что несколько удивило Вэнь Тиньжэня. Через 2 часа Вэнь Тиньжэнь был встревожен, обнаружив, что Хань Ли все еще не превратился в пепел. Через 4 часа Вэнь Тиньжэнь почувствовал волнение, поскольку Хань Ли все еще был жив. Он начал чувствовать, что его решение использовать эту технику было ошибочным, поскольку Хань Ли не проявил никакого страха перед перспективой соревноваться с ним в магической силе. Было ясно, что Хань Ли либо обладал каким-то предметом, который позволял ему быстро пополнять магическую силу, или же он обладал какими-то другими таинственными способностями. Единственный способ быстрого пополнения магической силы, который он знал, было чрезвычайно редкое тысячелетнее духовное молоко. Неужели у Хань Ли оно действительно было? Вэнь Тиньжэнь быстро пришел к выводу, что его догадки верны. Однако, зайдя так далеко, он уже не мог остановиться. Поскольку его техника дьяволов 6 путей потерпела поражение, а использование золотых зеркал 8 врат значительно истощило его культивацию, он не мог позволить Хань Ли уйти, хотя и понимал, что вряд ли ему удастся победить. Тем не менее, Вэнь Тиньжэнь знал, насколько редким было тысячелетнее духовное молоко, обычные, в особенности бродячие, культиваторы не могли обладать им. Вот почему он продолжал истощать свою первородную сущность и продолжать свою попытку сжечь Хань Ли божественным золотым пламенем. Нынешний ущерб, нанесенный его первородной сущности, требовал, по крайней мере, 30 лет уединенного культивирования для восстановления. С каждым мгновением цвет лица Вэнь Тиньжэня становился все бледнее, а серебряный световой барьер казался все таким же плотным. Вэнь Тиньжэнь не мог продолжать упорствовать. Он не знал, сколько у Хань Ли осталось духовного молока, поэтому он был в тупике. Пока он отчаянно искал выход из своего положения, внезапно кое-что пришло ему в голову. Вэнь Тиньжэнь поджал свои сухие губы и холодно приказал: «Фиолетовый дух, иди туда, откуда он пришел, и захвати его напарницу по культивации. Сейчас она находится на решающем этапе ритуала и не сможет оказать тебе должное сопротивление». Он проговорил это с нескрываемой злобой, а его изящные манеры полностью исчезли. Когда фиолетовая духовная фея услышала это, ее лицо изменилось. Эта битва действительно выходила за грани разумного. Изначально она считала, что Хань Ли не сможет продержаться так долго, но он оставался невредимым на протяжении всей ночи. Вопреки ее ожиданиям, Вэнь Тиньжэнь оказался в невыгодном положении. Услышав его приказ, она на мгновение испугалась, а затем поняла его намерение. Молодой мастер коалиции звездопада хотел использовать женщину, проводящую ритуал, чтобы заставить Хань Ли подчиниться. Поскольку Хань Ли согласился выступать в роли ее защитника, между ними была крепкая дружба. Поскольку ученик священной арки 6 путей решил использовать этот презренный метод, это показывало, что он достиг своего абсолютного предела. Фиолетовая духовная фея быстро восстановила свое ледяное выражение на лице, но не сдвинулась с места. Холодный блеск мелькнул в глазах Вэнь Тиньжэня, и он проговорил злобным тоном, что «Неужели ты считаешь, что из-за того, насколько повреждена моя культивация, я не смогу убить тебя? Или ты всегда мечтала сбежать с тех пор, как была вынуждена присоединиться? Не забывай, что коалиция звездопада управляет более чем половиной области моря рассеянных звезд, а ты всего лишь культиватор на ранней стадии формирования ядра, куда ты собираешься бежать? Выполни мой приказ, и я закрою глаза за твое нелояльное бездействие». Выражение лица фиолетовой духовной феи несколько раз изменилось, пока ее глаза блуждали по золотому пламени в нерешительности. Пока она пребывала в нерешительности, издалека показались полосы света. По мере их приближения стало видно, что это карета с женщинами-культиваторами. Когда Вэнь Тиньжэнь увидел это, он обрадовался, в то время как фиолетовая духовная фея усмехнулась про себя. Эти женщины — культиваторы на стадии заложения фундамента и представить себе не могли, что сыграют решающую роль. До того, как фиолетовая духовная фея усмехнулась, она заметила их паническое выражение. Они с изумлением взглянули на эту сцену, а затем быстро приветствовали Вэнь Тиньжэня. Они выглядели очень обеспокоенными, но не решались сказать. Вэнь Тиньжэнь пристально взглянул на них с враждебным выражением на лице. Он холодно усмехнулся и хотел было что-то сказать, как вдруг его лицо исказилось, глядя вдаль. Когда другие увидели это, они были сбиты с толку и с любопытством повернули головы в направлении его взгляда. «Что это такое?» — выкрикнула одна из них при виде этого.
Все они видели, что клочья черного тумана с пугающей скоростью приближаются к острову. Призрачный туман. Через мгновение одна из женщин в ужасе закричала и тут же полетела глубже на остров. В тот момент другие ясно увидели черные клочья тумана. Из моря выскочил черный туман и бросился к ним, как будто он был живой. Внезапно остальные культиваторы заложения фундамента были потрясены и принялись разлетаться в полной панике. Вэнь Тиньжэнь и фиолетовая духовная фея были ошеломлены этим. Фиолетовая духовная фея тут же окутала себя красным светом и тут же умчалась прочь. Вэнь Тиньжэнь нервно уставился на золотое пламя, не зная, что делать. Внезапно в его глазах появилась холодная вспышка, он стиснул зубы и выплюнул в пламя глоток кровавой сущности, мгновенно заставляя его усиливаться. Затем улетел вдаль вспышкой золотого света, а его многочисленные наложницы последовали за ним. Прямо на его глазах произошло нечто немыслимое. Все культиваторы, находившиеся поблизости к призрачному туману, попадали на остров, как сбитые птицы. Это произошло со всеми культиваторами, которые были слишком близко к призрачному туману. Они внезапно потеряли ориентацию во время полета и попадали с побледневшими лицами. Даже их магические инструменты были полностью лишены своей духовной силы. Фиолетовая духовная фея и Вэнь Тиньжэнь смогли пролететь чуть дольше тех культиваторов, едва дотянув до другого края острова, пока их огни не исчезли и они не упали в океан. В это время золотое пламя, которое все еще продолжало гореть, наконец, иссякло. 8 маленьких зеркал также вернулись к своим первоначальным формам, открывая серебряный барьер света внутри себя. Как только световой барьер раскрылся, он рассеялся в пятнышке звездного света, открывая изнутри изумленного Ханьли. Ханьли уже видел, что случилось с другими, но прежде чем он смог преодолеть свой шок и придумать контрмеры, он почувствовал, что магическая сила в его теле стала уменьшаться, и он начал беспомощно падать с неба. Глава 578. Встреча во тьме. Ханьли был в шоке, когда он упал на скалы за сотни метров под собой. Он резко повернул свое тело и согнулся в талии под странным углом, оттолкнувшись ногами сзади. В результате этого он метнулся к дереву, которое было поблизости, и встал одну из его ветвей. По спине Ханьли градом лил холодный пот после такого внезапного падения. К счастью, дымчатые скользящие шаги не нуждались ни в какой духовной силе. В противном случае он только что разбился насмерть. И если бы культиватор формирования ядра погиб от падения на землю, то он бы стал настоящим посмешищем. Конечно, вряд ли культиваторам заложения фундамента так же повезло, как ему. Когда Ханьли наконец восстановил свои позиции, он услышал клацанье вдалеке. Он быстро повернул голову в этом направлении, изменившись в лице. Это было клацанье 2 комплектов облачных бамбуковых мечей, которые он не стал помещать в свое тело. Недалеко от них были 8 односторонних зеркал, древняя цветочная корзинка и маленький серебряный колокольчик. В настоящий момент все они были совершенно лишены духовной силы, словно она вовсе исчезла. Сердце Ханьли дрогнуло. Он поспешно попытался выпустить нить духовного чутья, чтобы осмотреть сокровища, однако его сердце тут же похолодело. Как он ни старался, он не мог использовать свое духовное чутье. У Ханьли в жилах застыла кровь, поскольку он не мог использовать не только его магическую силу, но и духовное чутье. Теперь он ничем не отличался от обычного смертного. Не говоря уже о его магических способностях, его сумка для хранения и сумка для хранения духовных зверей тоже были бесполезны. Он повернулся и побледнел, увидев, что черный туман уже заполнил соседние небеса. С его нынешней скоростью, как у смертного, у него не было ни единого шанса сбежать от призрачного тумана. Оглядевшись по сторонам с мрачным выражением на лице, он размылся, стиснув зубы. Затем он появился рядом с безжизненными сокровищами и отчаянно схватил их себе в руки. Поскольку у него в настоящее время не было способа использовать его сумку для хранения, он мог только держать предметы руками. К счастью, они были не слишком большими, иначе бы Ханьли не смог унести их все. Пока Ханьли собирал сокровища, бесконечный черный туман внезапно опустился на маленький остров. Ханьли почувствовал невероятную втягивающую силу со стороны тумана. Прежде чем он успел понять, что происходит, его уже втянуло. Ханьли был в шоке и попытался переместиться, используя технику движения, но это оказалось совершенно неэффективным. Через мгновение он был поглощен черным туманом и оказался посреди нескольких вспышек черной молнии, которые мгновенно обернулись вокруг его тела. Раздалось несколько приглушенных взрывов, и Ханьли вспыхнул черным светом, а затем бесследно исчез в тумане. Ханьли услышал поток бесчисленных, странных звуков, которые вливались в его сознание, когда весь окружающий его мир превратился во тьму.
Он почувствовал, что его тело внезапно замерло, а затем упало на землю с приглушенным ударом. Земля была мягкой, в результате чего он обошелся без травм, освободив Хань Ли от лишнего беспокойства. Он попытался осмотреться, но не смог разглядеть ничего, кроме темноты, однако он почувствовал сильный рыбный запах. Хань Ли молча провел руками по своему телу и обнаружил, что он стал покрыт чем-то липким и мокрым. Рассмотрев себя поближе, он обнаружил, что он лежал на куче живых, извивающихся рыб и креветок. Хань Ли нахмурился и попытался встать, как вдруг его голова вспыхнула от боли. В то же время он почувствовал, как слабость в теле и головокружение. Хань Ли внутренне выругался. Без защиты магической силы он почувствовал на себе последствия телепортации. Вероятно, в ближайшее время он сможет даже стоять. Хань Ли ничего не оставалось, кроме как лежать на кучу рыбы и креветок, сохраняя оставшуюся силу, пока он не смог снова двигать конечностями. Внезапно появился еще один шар черной молнии, который находился на расстоянии около 10 метров над ним. Эта слабая вспышка света позволила Хань Ли увидеть странные острые камни около 30 метров над ним, в результате чего он понял, что находился в подземной пещере. Между тем, в странной молнии, казалось, что-то было. Сердце Хань Ли дрогнуло, когда он посмотрел на нее. Молния вспыхнула еще раз, а затем исчезла и бросила черный объект прямо на Хань Ли. Поскольку Хань Ли не мог сдвинуться, ему ничего не оставалось, как наблюдать за тем, как на него падал этот объект. Внезапно он понял, что на него упала женщина. Казалось, она тоже была телепортирована туда. Женщина барахталась, явно не понимая, что под ней был Хань Ли, ползала по нему, хватаясь за его волосы. Хань Ли ухмыльнулся и жалостно застонал. Теперь женщина поняла, что под ней был еще человек, незнакомый человек. Она взволнованно вскрикнула и поспешно попыталась встать, но у нее не было сил на это. В результате она снова упала на Хань Ли, и ее верхняя часть тела упала прямо ему на живот. Судя по ее испугу, это была молодая женщина. «Кто ты?» — спросила женщина дрожащим голосом. В полной тишине темноты было четко слышен громкий стук ее сердца. Голос женщины был довольно приятным, но поскольку он не знал женщину и не мог четко разобрать ее внешность, Хань Ли в шутку ответил: «Обычный парень». В ее глазах появилось слепое негодование, когда она яростно смотрела на Хань Ли. Но из-за боли в ее конечностях ей удалось только слегка приподнять шею и повернуться в сторону Хань Ли. Казалось, и это действие ей далось с большой трудностью. Однако ее приятный запах дошел до носа Хань Ли, вызвав в нем странное чувство. К тому же, ее женские формы прижимались к его телу, в результате чего определенная область тела Хань Ли бессознательно отреагировала. «Что ты делаешь?» Женщина сразу же почувствовала изменения в теле Хань Ли и посмотрела на него со стыдливой яростью. Однако Хань Ли это показалось чем-то милым. Хань Ли горько рассмеялся и сказал: «Я не могу это контролировать. Я потерял свою магическую силу и духовное чутье. Хотя я хотел бы контролировать свое тело своей культивацией, успокоив моего маленького лорда, сейчас я обычный человек. Я беспомощен перед этой реакцией». Женщина фыркнула. Хотя она ничего не сказала, она, казалось, слышала его. К счастью, она не могла двигаться так же, как Хань Ли, и ничего не могла поделать, несмотря на ее рассерженность и унижение. Во тьме снова все затихло, и только дыхание двоих нарушало тишину. Хань Ли почувствовал, что этот опыт был абсолютно беспрецедентным. Сначала он упал на бесчисленное множество рыб и креветок, а теперь на нем лежала незнакомая, приятно пахнущая женщина. Эта ситуация была полным абсурдом. Женщина внезапно нарушила молчание и спросила: «Ты был среди тех культиваторов, кто отправился на остров?» Похоже на то, когда Хань Ли услышал ее, он сразу вспомнил десятки культиваторов, которые бросились на маленький остров. Казалось, эта женщина была одной из них. Сомнение мелькнуло в ее глазах, и она фыркнула, прежде чем подозрительно спросила, что это значит. Хань Ли улыбнулся и решил не отвечать на ее вопрос. Внезапно раздались шаги, и вдали появилось несколько факелов. Казалось, рядом с мерцающим факелом были странные тени. Сердце Хань Ли дрогнуло. Казалось, здесь есть еще люди, и они, похоже, не были культиваторами, захваченными призрачным туманом. Через мгновение факелы приблизились к ним. Хань Ли прищурился и смог разглядеть силуэты за пламенем. Это были 5 больших мужчин, каждый из которых была, по крайней мере, на одну голову выше Хань Ли. На вид им было лет 40. Они были в зеленых халатах и держали в руках мечеподобное оружие с огромными кожаными сумками за спиной, поспешно продвигаясь вперед большими шагами. Когда Хань Ли увидел их, его сердце дрогнуло от страха. Казалось, он понял, что это за люди, как вдруг у его лица пронеслась прядь черных волос.
Женщина повернула голову, чтобы тоже взглянуть на них, и, казалось, ее тело задрожало от страха. Хань Ли нахмурился и попробовал шевельнуть пальцами. Казалось, его сила стала постепенно восстанавливаться. Глава 579. Место без названия. Через мгновение после того, как Хань Ли понял, что к нему возвращается контроль над телом, факелы приблизились настолько, что позволило ему увидеть ситуации достаточно четко. Освещения хватало, чтобы посмотреться вокруг, повсюду была рыба и креветки. Хань Ли и женщина казались там самыми крупными живыми существами. Хотя области, удаленные от них, все еще были в темноте, и их было невозможно разглядеть, но пещера казалась по-настоящему просторной, поскольку стен ее не было видно. Когда люди, несущие факелы, оказались примерно в 100 метрах от Хань Ли, они остановились и быстро положили свои сумки на землю. За исключением одного человека, который стоял на страже, остальные собирались рыбу и креветки в свои сумки. Хань Ли был удивлен при виде этого, в то время, как женщина даже ахнула от удивления, но те мужчины не могли ее слышать, поскольку ее голос был слишком мягким. Хань Ли бессознательно перевел свой взгляд на женщину и увидел, что у женщины было красивое лицо. Женщина сразу заметила взгляд Хань Ли и невольно покраснела. Она отвернулась, и ее лицо снова скрылось в темноте. Однако ее застенчивые глаза все еще сверкали в темноте. Хань Ли показалось это довольно забавным. Эта женщина вела себя несколько странной. Когда они еще не видели друг друга, она была откровенной, прямой и даже немного непослушной. Теперь, когда он увидел ее, напускная суровость исчезла, и она сразу стала робкой и застенчивой. В этот момент они услышали тревожные возгласы. Мужчина, который стоял на страже, обернулся и резко прошептал: «Нехорошо. Разброс». Скоро появится огненно-чешуйчатый зверь. Мужчины, которые собирали рыбу, тут же закинули сумки к себе за спину и быстро направились в другом направлении. От них остались только мерцающие факелы, освещающие темноту. В этот момент из темноты было послышалось странное шипение, как будто нечто обнаружило людей. Затем раздалось несколько быстрых ударов. Несколько темно-красных силуэтов длиной в метр выскочили из темноты и быстро исчезли. На мгновение Хань Ли смог увидеть внешность огненно-чешуйчатого зверя. У зверей был зловещий вид с красными чешуйками по всему телу и ртом, полным острых клыков бритвы. В мгновение в пещере снова все затихло. Хань Ли вздохнул с облегчением, поскольку казалось, что эти странные звери не нашли их. Вскоре после того, как звери исчезли, Хань Ли мог слабо сжать кулак в обеих руках. Вскоре он, наконец, восстановил контроль над своим телом и мог двигаться достаточно хорошо, чтобы поднять женщину и медленно встать. Будучи у него на руках, женщина смущенно прошептала: «Отпусти меня, я скоро сама смогу двигаться». Хань Ли взглянул на женщину и проговорил равнодушным тоном: «Если тебе нравится валяться с рыбой на земле, я отпущу тебя». Когда женщина услышала это, она опустила голову и взглянула на извивающуюся рыбу на земле. Немного подумав, она предпочла молчать. В этот момент Хань Ли спрыгнул с кучи рыбы с женщиной на руках и пошел в сторону выброшенных факелов. Хотя он не знал, что это за место, оставаться здесь без света было довольно неприятно. Хань Ли спустился вниз, поднял факел и задумчиво осмотрелся вокруг. Через мгновение, краснея, женщина прошептала: «Пожалуйста, отпусти меня. Теперь я могу двигаться». Услышав это, Хань Ли изящно опустил женщину на ноги. Отряхнув одежду, она подняла факел и осмотрелась по сторонам. Через мгновение Хань Ли внезапно отправился в ту сторону, откуда пришли те люди. Женщина, увидев это, тревожно спросила: «Куда ты?» Хань Ли ответил, не поворачивая головы: «Я не собираюсь ждать, пока эти звери вернутся. Сейчас лучше найти безопасное место». Когда женщина услышала это, она испугалась и быстро последовала за Хань Ли. Тот, хотя и услышал это, но молча продолжил свой путь. Сделав несколько шагов, Хань Ли остановился и осветил землю факелом, увидев останки людей. Женщина была застигнута врасплох и чуть не столкнулась с Хань Ли. Она озадаченно прошептала: «В чем дело?» Хань Ли не ответил ей. Вместо этого он присел и приложил к носу горсть песка. Понюхав его, у него на лице появилось странное выражение. «Пахнет кровью. Это плохой знак», — спокойно проговорил Хань Ли, продолжая следовать по следам тех мужчин. Женщина была поражена тем, что он сказал, и быстро последовала за Хань Ли. Спустя промежуток времени, который бы понадобился, чтобы пообедать, они заметили вдалеке голубое свечение. Хань Ли прищурился и ускорил шаги. Вскоре он обнаружил, что этот сверкающий голубой свет был выходом из этого черного пространства.
Хотя это он был всего около 3 метров в ширину, этого было более чем достаточно, чтобы человек смог пройти. Когда они увидели это, они воодушевленно зашагали вперед. В тот момент, когда они подошли к выходу, перед Хань Линь вспыхнул белый свет, а к его шее были приставлены 8 безупречных мечей. Раздался холодный хриплый голос: «Кто ты? Где Аху и другие?» «Ты новенький?» Сердце Хань Ли дрогнуло, когда он увидел, что оказался в окружении более 20 молодых мужчин и женщин. Каждый из них держал странное сверкающее белое лезвие и носил те же странные зеленые одежды, что и мужчины в пещере. Все они смотрели на Хань Ли с разными выражениями. Красивая женщина, которая следовала за ним, тоже оказалась в окружении и не смела двигаться. Хань Ли протер нос и криво улыбнулся. «Я думаю, что мы то, что вы считаете новоприбывшими». Посторонние часто появляются здесь. Когда мужчина средних лет услышал Хань Ли, его выражение смягчилось, но его голос все еще оставался холодным. «Я бы и так догадался, даже если бы ты ничего не сказал, поскольку твоя одежда отличается от нашей. Тем не менее, вам очень повезло встретиться с нами». В конце концов, большинство прибывших погибает в животе теневых зверей, даже не осознавая, что происходит. Затем он махнул рукой, и юноши убрали мечи. Хань Ли протер шею и с удивлением взглянул на оружие. Когда эти клинки касались его шеи, он почувствовал удивительное жжение, как будто все они сделаны из горячего железа. Это было действительно странное ощущение. Затем Хань Ли посмотрел на него и обнаружил, что они стоят перед небольшой каменной горой. Оказалось, что они только что вышли из самого центра каменной горы. Когда он посмотрел вдаль, там была бесконечная желтая пустыня. Затем он поднял голову на небо и был ошеломлен. Там были облака, которые закрывали все небо. Они были покрыты бесконечными и непрерывными дугами синей молнии, заставляя небо светиться светло-синим светом. Хань Ли представить себе такого не мог. Перед тем, как Хань Ли закончил осматриваться, худощавый мужчина средних лет нахмурился и спросил: «Вы видели кого-нибудь по дороге сюда?» «Они были моими компаньонами», Хань Ли тут же ответил без колебаний. «Я видел группу людей, однако их преследовали несколько зверей. Они убежали в другом направлении». Тощий человек занервничал, и он бессознательно сжал хватку на клинке. Звери. Какие, я слышал, как эти люди называли их огненно-чешуйчатыми зверьми. Тощий мужчина расслабился и спокойно проговорил: огненно-чешуйчатые звери. Это хорошо. У Ху и других не должно быть проблем с ними. Можно быть уверенным, что Фан Ли выведет людей из другого выхода. Надо помочь им. Высокий темный человек безмолвно ввел группу людей в пещеру. Глава 580. Высокие стены. Тощий мужчина повернул голову к Хань Ли и женщине и равнодушно сказал: «Не могу сказать, повезло вам или нет, но вы на самом деле столкнулись с уничтожающим ци-призраком. Это большое бедствие, от которого даже эксперты не в силах сбежать. Но вам удалось сбежать от теневого зверя, который обычно находится внутри горного котлована. В противном случае вас бы мгновенно разорвали на куски». Когда Хань Ли услышал это, его сердце дрогнуло, но выражение его лица оставалось неизменным. «Извините, но я могу поинтересоваться у вас, где мы находимся? Судя по вашему тону, кажется, это место довольно опасно». Тощий человек осмотрел одежду их двоих и увидел, что они, похоже, необычные люди, и криво улыбнулись. «Опасно. Хе-хе. Так и есть. Неважно, кем вы были в том мире и какими статусами обладали, здесь, в теневой области, вы все обычные люди, которые должны бороться за свою жизнь. Если вы не сможете двигаться или быть полезными, вы станете едой теневого зверя». Хань Ли нахмурился и хотел задать больше вопросов, но тощий мужчина нетерпеливо махнул рукой. «У нас нет времени на объяснение, тебе придется подождать, пока мы не вернемся в деревню. Скоро теневой зверь вернется в свое гнездо, поэтому нам надо заблокировать этот секретный вход как можно, чтобы мы смогли использовать его снова в будущем». Сказав это, он повернулся к людям позади него и начал быстро отдавать им команды. Мужчины и женщины начали хватать камни и начали торопливо укладывать их в яму. Тощий человек посмотрел на инь в небе, и его лицо потемнело. «Идем. Если все пройдет гладко, Аху и другие встретят нас по дороге. Но если появится инь-ветер, мы не сможем вернуться». После этого он повернулся и ушел, остальные последовали за ним, не говоря ни слова. Никто из них не собирался звать Хань Ли и женщину. В глазах Хань Ли при виде этого мелькнуло странное выражение, и он начал размышлять над сложившейся ситуацией. Красивая женщина рядом с ним наблюдала за тем, как люди удаляются. Видя, что Хань Ли мешкал, она забеспокоилась. «Разве мы не пойдем за ними?» Без магической силы она превратилась в хрупкого и растерянного смертного.
Поскольку Ханли все это время казался спокойным, она инстинктивно начала полагаться на него. Ханли поднял голову и спокойно проговорил: «Думаю, нам стоит посмотреть на их деревню. Возможно, там мы получим больше информации и сможем восстановить нашу магическую силу». Сказав это, он повернул в том направлении, куда шли остальные. Женщина облегченно вздохнула и последовала за ним. «А да. Я до сих пор не знаю, как тебя зовут. Моя фамилия Хань, я бродячий культиватор. Я Мэйнин. Я была вместе с братом, когда нас втянуло в призрачный туман, но теперь его здесь нет». Когда она упомянула брата, на ее лице появилось беспокойство. Ханли спокойно сказал: «Этого следовало ожидать. Черная молния, похоже, обладает способностью случайной телепортации. Твой брат, должно быть, телепортировался в другое место. В противном случае, почему только мы вдвоем телепортировались туда, несмотря на множество культиваторов вокруг острова? Я думаю, ты еще встретишься с братом». Услышав слова Ханли, женщина почувствовала облегчение, и между тем в ней разгорелось любопытство к Ханли. Его внешность была ей совершенно незнакома, поэтому она решила, что никогда прежде не видела его. Он решила, что он был одним из культиваторов, которые прибыли на остров с другого направления. Она хотела было еще расспросить Ханли, но вдруг вспомнила о том, что между ними нет дружественных отношений, и решила промолчать. Пока они следовали за группой людей в зеленой одежде, она задумалась о том, стоит ли продолжать его расспрашивать дальше. Хотя у них не было никакой магической силы, в телах культиваторов была очищенная сущность, поэтому они были гораздо более способными, чем у обычных смертных. При виде того, то те двое смогли последовать за ними без затруднений. Странное выражение появилось в глазах тощего человека, но вместо того, чтобы что-то сказать, он опустил голову и ускорился. Остальные позади него тоже ускорились. Ханли был несколько удивлен, увидев, что эти люди были гораздо более энергичными, чем обычные смертные. Хотя их тело, казалось, не обладали превосходным уровнем внутренней силы, они явно культивировали мелкие боевые искусства. Казалось, что боевые искусства могут быть здесь весьма полезными. Однако у Ханли были опасения по поводу призрачного тумана, с которым они встретились ранее. Судя по тем записям о призрачном тумане, которые Ханли просматривал ранее, он никогда не был таким же катастрофическим, как тот, что только что произошел. Ни у кого не было возможности убежать. Его магическая сила оказалась запечатанной, прежде чем он даже коснулся призрачного тумана. Это было ужасно. Если каждое появление призрачного тумана было катастрофическим, то даже культиваторам зарождающейся души не удалось бы сбежать от него. Однако, во время предыдущего появления призрачного тумана было много культиваторов, в том числе и низкоранговых, которым удалось сбежать. Однако Ханли несколько с подозрением отнесся к тому, что тощий мужчина назвал его уничтожающим призраком. Судя по его названию, туман определенно имел какое-то отношение к тому, почему его духовное чутье и магическая сила сейчас были запечатаны. Им действительно не повезло, что они столкнулись с таким ужасным призрачным туманом, которому удалось захватить всех присутствующих. Он считал, что те, кто выжил в телепортации, определенно были разбросаны по всей этой территории. Пока Ханли думал об этом, тощий мужчина внезапно остановился и повернул голову в другом направлении, остальные сделали то же самое. Недалеко в пустыне показался желтый дракон, который несся в их направлении в облаках пыли. Это Аху и другие. Один из юношей закричал в восторге, другие тоже разволновались. Тощий мужчина кивнул головой с расслабленным выражением на лице, но его лицо тут же замерло, как только он услышал рычание вдалеке. Тощий мужчина тут же яростно закричал: «Все, быстрее, помогите им! Их преследует теневой зверь!» Он тут же достал свой клинок и бросился вперед. Остальные тут же обнажили свои мечи и бросились вслед за ним. Ханли стоял на месте и просто смотрел на желтого дракона издалека со странным выражением. Как только группа тощего мужчины достигла желтого дракона, он резко остановился и заревел, испуская облака желтого тумана. Вся группа громко закричала и ринулась в густой туман. Спустя промежуток времени, который бы потребовался на то, чтобы выпить чаю, голоса людей затихли. Через мгновение из желтого тумана раздались аплодисменты, а вслед за этим из тумана показались все мужчины и женщины, которые ранее ринулись в туман, но их одежда была забрызгана кровью. Трудно было сказать, были ли у кого-то травмы, но у каждого из них была приятная улыбка. По возвращении вместе с ними были мужчины, которых он видел в пещере. Они все еще несли огромные сумки на спине. Когда они заметили Ханли и Мэйнин, они выглядели несколько озадаченными, но после того, как худощавый мужчина что-то сказал им, их выражение просветлело и больше не обращало на них внимания. Группа быстро отправилась вместе с новоприбывшими.
через 2 часа они достигли угольно-черного камня, который прервал пространство пустыни. Как и в пустыне, Хань Ли не смог увидеть конец этого пространства черного камня. Казалось, эти камни были созданы искусственно, но их цвет несколько напрягал Хань Ли. Но когда другие увидели это место, они вздохнули с облегчением, а лица их стали расслабленными. В этот момент инь-облака в небе начали беспокойно двигаться, и синие вспышки молнии стали более частыми. Иногда они даже ударяли по окрестностям, заставляя яму появляться среди камней. Хань Ли и Мэйнин были поражены внезапным поворотом событий, но другие, похоже, привыкли к этому. Они быстро вошли в каменистые районы. Затем худощавый мужчина крикнул: «Давайте быстрее! Деревня собирается закрыть двери. Бежим быстрее, иначе окажемся в ловушке». Затем группа бросилась вперед изо всех сил. Хань Ли и Мэйнин переглянулись между собой. Хотя они не знали, что происходит, они не осмелились отставать. Следуя за лидером, они сделали несколько поворотов, прежде чем очутились на открытой площадке. Здесь были высокие каменные стены, которые были черными, как смоль. Мало того, что эти каменные стены были вырезаны из массивных валунов шириной не менее 3 метров и высотой в 10 метров, но они также простирались на несколько километров. Кроме того, примерно каждые 10 метров из стены вырвался острый, деревянный шип, что выглядело довольно ужасающе. В настоящее время группа людей двигалась в направлении внушительных деревянных ворот, рядом с которыми стояли около 10 мужчин с белыми пиками. Когда эти охранники увидели приближение тощего мужчины, они громко закричали. С огромным грохотом ворота медленно открылись, позволяя им войти внутрь.